Есть еще одна история. Иногда за словами «я люблю свободу» вообще не стоит страх близости. Здесь происходит совсем другое. Представьте человека, который много лет живет один. Сам принимает решения, сам справляется с трудностями, сам организовывает свою жизнь, никому не объясняет свое настроение, свои решения и ни на кого не рассчитывает. И постепенно это становится привычным. Более того, это начинает казаться единственно правильным способом жить. И в этом действительно есть свои преимущества. Можно ни от кого не зависеть, можно ни под кого не подстраиваться, не нужно договариваться, не приходится учитывать чужие привычки. Но постепенно с таким человеком происходит одна очень интересная метаморфоза, история. Само присутствие другого человека начинает ощущаться слишком заметным. И он точно не делает тот другой ничего плохого, но это происходит потому, что вся жизнь такого самостоятельного, назовем так, человека уже много лет устроена иначе. И вследствие этого взаимность начинает требовать усилий. Ведь взаимность это не только получать тепло, это еще и замечать другого человека, иногда менять планы свои, учитывать другого, договариваться, учиться, выдерживать различия, искать общие решения. И тогда слова «я люблю свободу» могут означать совсем не страх отношений, а то, что психика просто давно отвыкла жить рядом с кем-то. И иногда приходится заново учиться близости, почти как заново учиться ездить на велосипеде, например. Только здесь психика будто заново восстанавливает те внутренние связи, которые помогают быть рядом с другим человеком и при этом оставаться собой. И мне кажется, здесь возникает такой немаловажный вопрос. Если завтра появляется человек, рядом с которым действительно спокойно и безопасно, вы почувствуете интерес или сначала почувствуете, как сильно хочется вернуться к привычной тишине своей жизни?